просторном особняке на окраине Санкт-Петербурга царила необычная тишина, та, что бывает только в домах богатых людей, где даже звуки боятся нарушить порядок. Огромные окна выходили в ухоженный сад с розами, каменными дорожками и фонтаном. Но для Алексея, единственного сына миллионера Владимира Орлова, весь этот блеск оставался невидимым. Он был слеп с рождения. С детства родители перепробовали все: лучшие клиники Европы, дорогостоящие операции, консультации знаменитых профессоров. Но врачи говорили без утешений: ваш сын никогда не увидит. Мать плакала ночами, отец, привыкший решать проблемы деньгами, впервые ощутил бессилие. Алексей же научился жить в темноте, различал мир по звукам, запахам и прикосновениям, знал на ощупь каждую колонну и лестницу, угадывал настроение людей по интонации. Но в глубине души жила тоска. Он мечтал хотя бы раз увидеть рассвет, улыбку матери, лицо отца. В дождливый осенний день Алексей сидел на террасе. Ветер гнал редкие капли по крыше, листья падали на мокрые плиты двора. Слуги спешили по своим делам, готовясь к приезду очередной группы врачей, которых отец вновь пригласил. Алексей уже не ждал чуда. И вдруг за высоким забором он услышал тихий женский голос. Кто-то напевал простую, теплую песню. Голос был мягким, словно проникал в душу, пробивая привычную тьму. Алексей замер. Ему показалось, что пение наполнено светом, которого он никогда не знал. Он встал, нащупывая тростью путь к воротам. Слуга бросился остановить его, но Алексей твердо сказал: «Оставь меня, я сам». У ворот стояла сухонькая старушка в потертом пальто и зеленом платке, держа корзину с душистыми травами. Дождь моросил, но она продолжала тихо петь. Увидев Алексея, она улыбнулась тепло. «Зачем тебе вечные врачи, сынок?» — сказала она мягко. «Иногда нужно не лечение, а сердце». Слуги насторожились, но Алексей твердо сказал: «Пусть останется. Я хочу говорить». Старушка подошла, и он ощутил ее дыхание, тихое постукивание шагов. «Я вижу таких, как ты, много лет», — продолжала она. «Чудо живет в душе. Твои глаза хорошие, только завеса на них. Позволь мне ее снять». Алексей дрожал, борясь с недоверием, но голос старушки звучал честно и просто. «Делайте», — тихо сказал он. Старушка осторожно коснулась его лица. Пальцы были теплыми, пахли травами и дождем. Она медленно стерла невидимую пыль с глаз, шепча древнюю молитву. И вдруг тьма внутри него сдвинулась. Сначала появился слабый проблеск, потом очертания, старушка, двор, мокрые камни, небо. «Я вижу», — прошептал Алексей. Слезы потекли по щекам. Мать прибежала через несколько минут, глаза ее были красными от слез. «Мама», — сказал Алексей, видя ее впервые, — «какая ты красивая». Отец, обычно холодный и сдержанный, стоял растерянным. «Папа, я вижу тебя», — сказал Алексей. Мужчина отвернулся, чтобы скрыть слезы, затем крепко обнял сына. Старушка улыбнулась и произнесла: «Зрение дано не для золота и машин, а чтобы видеть людей и их души. Береги этот дар». Она поправила платок и медленно ушла по дождливой улице. Алексей долго смотрел ей вслед, теперь уже действительно видя. Мир, который всегда был тьмой, раскрылся красками. Он почувствовал, что впереди его ждет другая жизнь. Чудо не куплено миллионами, оно подарено добротой и верой.